Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про светосильный широкоугольник Olympus 12 мм f2. У меня на канале уже есть обзоры на все остальные праймы Olympus. Это 25 мм, их полтинник. Ну, видео там не конкретно про него, я просто сравниваю его с 25-кой 1.7 Panasonic, и не в пользу Panasonic здесь сравнение оказывается, естественно. Также на канале есть и обзор одного из моих любимых 45 мм f1.8, реально одно из моих любимых стекол, потому что оно и очень дешевое, и при этом оптически очень крутое. Конечно же, на максимально открытой диафрагме там есть хроматические аберрации, без этого никуда, но тем не менее картинка очень резкая, бокешка очень приятная, то есть это вот самый хороший дешевый портретник, который есть в системе, который просто является по факту must-have стеклом. В прошлом году также делал обзор на 17 мм f1.8, но это как бы аналог 35-ки полнокадровой, то есть, 34 мм в эквиваленте получается, примерно то же самое, в общем-то. Мне он не очень нравится, но, тем не менее, для любителей 35-ок отличная вещь, тоже, в общем-то, больших претензий у меня к нему конкретно нет. Ну и, конечно же, есть на канале видео про практически божественный 75 мм f1.8. Это, наверное, самое резкое стекло, какое есть в системе, при этом... Естественно, у него и светосила очень хороша, и фокусное расстояние может быть не супер удобное, но зато это настоящий боке-монстр для микры. Ну и вот только не хватало ширика 12 мм f2. В эквиваленте это получается 24 мм, то есть такой стандартный широкоугольный объектив без перегибов. Так что сегодня мы сможем закрыть вот этот вот гештальт. Я смогу сказать, что обозрел все прайм стекла и приняться уже за какие-то другие объективы. Возможно, за олимпусовские Pro объективы возьмусь, но сейчас у меня у самого лично в руках их нет. Только если кто-то подгонит для обзора, вот как, например, вот этот 12 мм f2, мне его один мой товарищ дал как раз чисто поиграться, чтобы я посмотрел, как он снимает, что он из себя представляет, и я спешу с вами поделиться как раз-таки своим юзер-экспириенсом. Для начала я все-таки напомню, если вдруг забыли, у Olympus, как и в принципе у других производителей, есть определенное деление на категории в объективах, и самые простые и дешевые, не всегда, кстати, дешевые объективы, это у них стандартные какие-то киты или темные зумы. Это вот такой класс объективов, но они при этом неплохие. При том, что у них невысокая светосила, это не значит, что они прям плохо снимают, потому что киты Olympus это, наверное, вообще одни из лучших вот таких вот объективов, которые даже грешно было бы назвать затычкой, потому что они очень хорошую картинку выдают. А средним классом являются как раз праймы, про которые я вот сейчас тут говорю. Это светосильные фикс-объективы с популярными фокусными расстояниями. Они при этом, может быть, и не обладают влагозащитой, может быть, еще как-то там упрощена их конструкция, там, допустим, корпус пластиковый или еще что-то. Но при этом у них отличные оптические характеристики и за более-менее вменяемый прайс. Ну и самый топ — это Pro стекла, фиксы с большой диафрагмой 1.2, конечно же, все объективы с пылевлагозащитой, там зумы светосильные. В общем, понятно, что такое Pro сегмент. Естественно, у них еще и цена очень сильно отличается от более простых вариантов. Наш сегодняшний герой, Olympus 12 мм f2, вышел очень давно, в 2011 году. Это один из первых, собственно, праймов. Они вышли одновременно с 45 мм f1.8. Ну и по сей день он является одним из самых дорогих объективов в среднем классе у Olympus. Дороже только 75 мм f1.8. Возможно, поэтому я никогда не решался, пока активно пользовался системой Micro 4 третьих, купить этот объектив. По причине, наверное, небольшой нужды в нем. У меня все Pro стекла, которые имелись, они обладали таким же фокусным расстоянием, стартовали с него это 1240 f2.8 и 12100 f4 IS. Ну что ж, давайте попробуем разобраться, стоит ли он своих денег, и для начала, как обычно, покрутим его в руках и подивимся тому, как он изготовлен.
Объективчик очень маленький, легкий, что вообще-то нетипично, конечно, для светосильного широкоугольника. Тут, напомню, в эквиваленте получается 24 мм f2. Но такая компактность, она вполне логична для философии вообще системы микро 4 третьих. То есть это действительно маленькое, отлично сделанное стекло. Все полностью здесь, конечно же, металлическое, корпус, так сказать, байонетное крепление из металла. И, кстати говоря, этим он отличается от более дешевых праймов, таких как там 45 мм и 25 мм f1.8. Ну, они между собой там похожи, у них схема даже похожа. По качеству исполнения и материалам он ближе скорее к 17 мм f1.8. Весит очень мало при этом, всего лишь 130 граммов. Мне, кстати, вот эта версия, это Limited. Обычно эти объективы делались, ну, я не помню, где там у них было на тот момент производство, в Китае или Вьетнаме. Этот вариант был собран конкретно в Японии. Тут даже вот написано Made in Japan. Колесико ручной фокусировки, как и у Pro объективов, и как у 17 мм f1.8, как раз таки имеет фирменный механизм переключения, то есть ты сдвигаешь его на себя, и вот оно чисто физически вращается, оно не электронное, здесь нанесены шкалы. Можно более тонко настраивать. Минимальная дистанция фокусировки, как видите, 20 сантиметров. Крышечка у Limited версии тоже, кстати, металлическая, прикольная, так просто сверху надевается. Диаметр светофильтра здесь 46 мм. При фокусировке, естественно, ничего нигде не крутится. И моторчик, конечно же, у объектива абсолютно бесшумный. К сожалению, объектив по умолчанию блендой не комплектовался. Это такое... Не знаю, почему Olympus так стали делать в какой-то момент. Бленда продавалась отдельно, причем за 50 баксов, но она зато такая очень прикольная. Она металлическая и крепится вот таким образом здесь на такой вот болтик, так сказать. Похожим крепежом крепится на Prime 75 мм f1.8. Тоже бленда таким же макаром. Ну и как видите, она такая вот квадратная. И выглядит с ней, конечно же, объектив прямо сексуально. Особенно если объектив при этом сочетается с Olympus Pen F. То есть тут такое прям ретро-лук. Все девчонки текут, я не знаю, или мальчишки, кто ему там больше по вкусу. Выглядит прекрасно. Я вполне логично в первую очередь решил поснимать при тестировании всяческую различную архитектуру. Конечно же, в почти что состоянии руин, в очень плачевном виде. Но зато на этих снимках можно увидеть, что практически отсутствует у объектива дисторсия. Она, конечно, есть, но она очень незначительная. Настолько она мала, что ею можно, в общем-то, пренебречь. Ее исправлять особо там на посте не приходится. Хотя, конечно же, если ты находишься близко к объекту съемки и снимаешь как-то снизу вверх, то у тебя неизбежны будут трапециевидные искажения. С другой стороны, это позволяет придать какой-то, не знаю, динамики, какого-то драматизма картинкам. Кому-то такое тоже нравится. Ну и вообще удобно, когда ты находишься вблизи к какому-то объекту или, допустим, в стесненных обстоятельствах, когда ты можешь все-таки захватить побольше в кадр. Ну, а фокусно это получается здесь достаточно привычное любому человеку, кто пользуется смартфоном. Большинство современных телефонов основная камера как раз имеет фокусное расстояние, плюс-минус там 24 мм.
Резкость у объектива просто фантастическая, даже и при съемке пейзажей. Тут вообще будет прорисован каждый тебе листочек, каждая веточка, каждая травинка. Хроматические аберрации вообще в кадре не наблюдаются, начиная с f2.8. Их можно увидеть, небольшую такую вот фиолетовую каемочку, только на самых краях кадра, вот прям буквально там где-то в самом углу. Это если ты снимаешь на f2, и то не всегда получается обнаружить какие-то такие вот искажения. В основном картинка очень чистая. Я снимал, естественно, в большинстве случаев на f5.6. Там хроматических аберраций нет вообще. Просто их там как факт не существует. Но, к сожалению, объектив очень плохо переносит контровой свет. У него происходит какая-то страшная засветка, вылезает ужасный какой-то блик. И, конечно, картинка при этом в целом контраст не теряет, а контраст в остальной части кадра остается нормальным, но вот где блик и где засветка, выглядит все ужасно, и такая картинка, конечно, не годится никуда. Какого-то размытия на подобный широкоугольник, конечно же, тоже не добьешься, только, ну, разве что снимать на открытой диафрагме что-то в упор и пытаться выдавить из него бокешку. Минимальная дистанция фокусировки у него все-таки 20 сантиметров. Это, конечно, не рекордный показатель, но объект, который ты снимаешь от фона, он отделяет вполне неплохо. И даже размытие худо-бедно такое приятненькое. Оно не рваное, очень такое мягонькое. Как так получилось, что я в итоге на этот объектив не поснимал людей никаким форматом, ни портретов, ни стрита. Но вот по этим нескольким фоткам статуи можно видеть, что в принципе черты он не корежит, никак особо перспективу не искажает. Пропорции фигур выглядят нормально. В отличие от Prime Pentax, их 15 мм f4 Limited, у этого объектива, во-первых, выше светосила, и во-вторых, у него абсолютно рабочие все значения диафрагмы. Ну, я имею в виду, что он очень резкий, начиная уже с открытой. То есть на f2, если ты снимаешь, у тебя лишь чуть-чуть помягче будут углы кадра. А в остальном картинка просто прекрасная. Максимальная резкость, конечно же, здесь достигается уже с f2.8 по f4. Но я все равно в основном на f5.6 снимал, чтобы все-таки грип был побольше. А у того же Pentax, хоть он и, в общем-то, неплохой, но у него начинается более-менее какая-то рабочая картинка с f6.3, а максимальное качество там на f8 всего лишь достигается. И это как бы печально. В общем, я подвожу к тому, что объектив 12 мм f2 отличнейше показывает себя и в ночное время. Ну, конечно же, в сочетании с камерами Olympus, с прекрасным стабилизатором. Вот в данном случае я снимал на Pen F, и ни разу, пока я ночью снимал, мне не пришлось поднимать ISO выше 200 единиц. Это очень важно, и это очень приятно, потому что на другую камеру какую-либо тебе пришлось бы все равно ISO приподнять. Как видите, все картинки резкие, полны деталей, у них все хорошо, никаких дефектов не наблюдается. Разве что по краям кадра есть иногда в некоторых ситуациях такая штука, что у тебя точечные источники света, они вокруг них такой появляется небольшой круглый ореольчик. Такая же фигня была у 17 мм f1.8, когда я ночью на него снимал. В общем, некоторое время попользовавшись, я могу смело заявить, что Olympus 12 мм f2 это
просто прекрасный объектив широкоугольный, он фантастически хорош в большинстве сценариев его применения. Он выдает очень чистую, резкую, без каких-то аберраций картинку, без какой-то серьезной дисторсии. И реально кадры с него выглядят лучше, чем кадры с Pro стекол на 12 миллиметрах. Единственная ложечка дегтя — это, конечно, его работа с контровым светом. Если избегать подобных ситуаций, то это просто прекрасное стекло. Я, конечно же, его не сравнивал также с Pro стеклом 714 f2.8. Ну, у меня его нет, и у кого-то из моих знакомых тоже оно отсутствует. К сожалению, нет возможности проверить, как то на 12 мм себя показывает. Но в целом широкоугольный зум Olympus мне не очень нравится. Он, конечно, картинку выдает так-то классную, судя по тому, что я видел в разных источниках, но при этом у него вот эта вот залупа торчит дурацкая, на которую светофильтр не накрутишь. Ну, такая хрень, короче, странное конструкторское решение. Я такое не люблю. Также, конечно, объектив не сравнивал и с топовым стеклом от Panasonic, которое вышло вот не так давно, 12 мм f1.4. Но это панолейка, она, естественно, очень крутая. Скорее всего, она гораздо круче, но она и стоит многократно дороже. Не шучу, она реально прям во много раз дороже стоит. И это совершенно другого уровня уже объектив. Короче говоря, если требуется умеренно широкоугольный объектив на микро 4/3, но при этом, чтобы у него была хорошая очень картинка и при этом не за огромные деньги, не за космические, то это самый такой вот, наверное, разумный вариант. Ну что же, будем теперь считать, что очередной гештальт у меня закрыт. Все праймы Olympus я обозрел на этом канале. Дальше очередь пойдет, наверное, за Pro стеклами. Ну, может, я еще какие-то макрообъективы поиграюсь, потому что я, на самом деле, использовал некоторые 60 мм и 30 мм от Olympus. Panasonic-овские макростекла я не юзал. Они не очень дорогие, при этом у них очень крутая картинка. Возможно, я их не поленюсь, раздобуду. Я надеюсь, что вы узнали что-то новое, увидели какие-то кадры, которые, может, вам понравились. Я желаю всем хороших снимков. Спасибо за просмотр. Пока.